Ты... Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг, Пяко-19. Снова ночь, и снова я. Ну как, это относится только к тем, кто смотрит ролик, когда он вышел. И, в принципе, у меня уже час ночи, поэтому я буду стараться говорить потише. Знаю, от этого реакт будет немножко более вяленьким, но не знаешь, как пойдет, правильно? Хотя тут маленький косячок есть. Короче, у нас Anis OK с треком Get Your Shit Together. Соберись, типа соберись тряпкой, или давай уже харе ложать в таком каком-то формате. И да, Anis OK мои любимчики, я, можно сказать, фанат, я тащусь по ребятам, они не первый раз у нас на канале. Ребята из Германии, если вы не знаете, охрененнейшие, с новиночкой. И я уже снимал реакт. Просто я не нажал на запись экрана, и, соответственно, звук с микрофона тоже не записался, потому что у меня это все в одной цепочке. И это будет второй реакт, по сути. То есть я буду второй раз слушать трек, но не спешите выключать ролик. Так будет лучше, поверьте. Если бы вы посмотрели ту первую версию, вы просто закидали бы меня говном. Не то чтобы помидорами, а говном, потому что реакт был вообще ни о чем. Я нахрен не понял трек. В смысле, я по смысловой нагрузке лирики ничего не понял. Слишком отсылочно, неконкретно и сложно было. Может быть, для меня, не зная информации, возможно, которая на бэкграунде у всего этого. И по сюжету клипа, по конструкциям в треке, где припев, где все остальное, типа, было слишком хаотично, и я просто сидел охреневший, не понимающий, что происходит, 100 пудов уверенный, что мне понравилось, но что мне понравилось, я объяснить так и не смог. Поэтому, может быть, возможно, надеюсь, во время второго прослушивания у меня уже получится определиться с тем, нравится мне в итоге трек на самом деле или нет, и если да, что именно мне нравится, и подчеркнуть какие-то конкретные моменты. Может быть, крайне сомневаюсь, но может быть, и получится разобраться в смысле хоть как-то. Чё, погнали? Атмосфера прям триллеровская. В этом треке, до этого момента и чуть дальше тоже, вокалист поет так, как он ни в одном треке раньше не пел. Я, по крайней мере, не слышал. Я, может, не знаком со всем репертуаром Anis OK, но я слышал от них очень много треков. И, блин, вот именно в таком формате я исполнения от вокалиста не слышал никогда. Вот эта эмоция, вот эта безнадежность агрессивная, вот эта озлобленность, она нигде не звучала раньше именно в этом ключе, как в этом треке. Даже тембр голоса от этого меняется, произношение слов, то есть его уникальный акцент, который я всегда подчеркиваю, который я обожаю. Даже акцент у него здесь по-другому звучит. И вот это выдыхание фраз, да, грубо говоря, вокальная точка, она настолько уникальная в этом треке, что, реально, вот концептуально в целом именно вот такой формат исполнения нигде ни в одном треке раньше не звучал из серии треков, которые я слышал, опять же. И это прям очень круто. И, что там творится дальше, я начинаю вспоминать и складывать кусочки пазла. Ах! People
Блин, я уже думал, что должен был начаться куплет. Ну, то есть припев. И, в принципе, для него там было место. Он мог начаться после того, как куплет закончился, но после куплета последовал прикорус, который настолько начал растягивать этот момент приближения к припеву. И здесь идет уже накаление атмосферы. Блин, вот этот кусок до припева, то, как было подведено настроение трека и то, как было подогрето состояние слушателя до припева для того, чтобы он начался со взрывом, было очень грамотно и очень мощно. Энис Окей этим как бы не брезгует и очень частенько использует такую охрененную методику в своих треках, но этот трек выделяется, на мой взгляд. Охрененный кадр, блин. Во-первых, охренеть. Вокалист читает рэп. Да как? С самого начала до самого конца партии, рэп-партии, все держится на вокале, но звучит как прям классический рэпчик, и это еще больше удивляет и заставляет восхищаться. И я нахрен не помню, чтобы вокалист Энис Окей читал рэп когда-нибудь. И прикиньте, насколько круто, если он специально для этого трека решил, что, блин, было бы круто, если бы здесь была рэп-партия, подкачал свой скилл, грубо говоря, с нуля, и вот так вот охрененно у него получается. Типа, какого хрена ты раньше не читал в треках своих, чувак? Тот момент, когда они начали стрелять из автоматов, вот там вот, по факту, должен был быть припев. И вот о чем я говорю. Я нахрен не понимаю, где тут что по конструкциям в этом треке. Потому что припев, насколько я понимаю, если это припев, он другой, он вокальный, и у него другая мелодия, там другие слова. Поэтому, что это нахрен было, непонятно, но было круто и очень мощно, и охренеть как эмоционально. И эмоция была, знаете, такой... Было реально напряжно. То есть это был такой напряжный страх, да, то есть ты, блин, хорошо, что не я там по ту сторону стены, да, то есть не, хорошо, что не в меня стреляет. Вот настолько серьезно все было в кадре, да, то есть ты веришь тому, что ты видишь, и это из-за того, как грамотно была подведена эмоция в треке, и из-за того, как грамотно снят клип, опять же, подогревая вот эту эмоциональную атмосферу триллера, хоррора, хрен его знает, что это. Главное, что сжимаются булки, да, во время просмотра и прослушивания. Обалдеть, чувак. Ну это припев получается. Обалдеть! То есть тут припев из двух частей. И в первый раз, когда припев прозвучал, прозвучала только первая часть. Во второй раз только подключилась вторая. И я не помню, в третий раз звучит первая часть припева или только вторая уже вокальная. Блин. В первый раз, когда я сосредоточивался на том, что вот это припев, вот эта вокальная часть припев, я больше чем остановился на своей уверенности о том, что
тречок слабоватый, потому что припев был слабоватый. Но если рассматривать припев как всю вот эту конструкцию с проигрышем, который звучит как брейк, то это охрененно. Это мощно. То есть зависит от восприятия и понимания трека. Для меня субъективно. Объективно я хрен его знает. Все еще как бы... Блин, у меня все еще траблы с тем, чтобы объективно оценить трек. И это был первый раз, когда в треке прозвучала эта фраза вроде, если я не ошибаюсь. Evidence, доказательства, улики. О чем? Блин, просто, если вы вдруг не обратили на это внимание, обратите внимание на то, как трек замедлился. То есть именно с точки зрения темпа и ритма, да, вот та-та-та, та-та-та, та-та-та-та-та. Блин, это было так мощно. Обалдеть! Охренительный брейк. Блин, это один из самых мощных брейков, которые были у NSOK. Я тащусь по этой партии. Это было мозговзрывательно круто. Блин, атмосфера накалилась просто до точки кипения вот в этой части трека. Если весь трек держал тебя в напряжении на всем протяжении прослушивания, то этот момент просто выбил все из тебя абсолютно. Все эмоции, душу, логику нахрен, осознание себя в этот момент. Это было мощно. Да, третий раз после брейка звучит только второй кусок, да? А, нет, это не припев. Вот припев. Какого? Вы просто не представляете, как же хорошо, как я рад, что мне пришлось записывать реакт во второй раз. Первый реакт был настолько говном просто. Я реально сидел как баран на новые ворота. Я нахрен ничего не понимал, вот серьезно. У меня был такой затуп, и я сейчас понимаю, что нормально. Ну то есть у меня были все основания для того, чтобы тупануть. Это было реально сложно. И, блин, это мега круто. Чуваки до сих пор продолжают удивлять и заставлять своих слушателей охреневать от того, насколько они могут быть оригинальными в принятии своих решений, насколько они могут быть все еще свежими и крутыми. Это было так мощно. Самый любимый момент трека, два самых любимых момента, это рэпчик и брейк. Фактор, за который я обожаю этот трек, и он для меня реально очень крутой и жирно выделяющийся среди всего репертуара NSOK. Я не скажу, что это их лучшая работа, но это очень мощная, одна из самых мощных работ, однозначно. И
входит в топчик лично мой уже 100 пудов только из-за фактора того, что здесь настолько сложно было все разбросано по конструкциям. То есть первый раз там прозвучал только первая часть припева прозвучала в первый раз, когда припев должен был прозвучать в треке. Проигрыш с парой выкрикиваний. Второй раз прозвучал тот же проигрыш с парой выкрикиваний и уже вокальная партия. Третий раз был брейк, другая вокальная партия, которая заменяла проигрыш с парой выкрикиваний и уже привычная нам вокальная партия, которая прозвучала во втором припеве. Это, реально сложно. Ну типа, чуваки просто взяли припев из 4 кусков и разбросали их поочередно, миксуя друг с другом по треку. И кроме этого, сколько охрененных деталей было в треке еще. Рэпчик. Контраст с настроениями в партиях куплетов, да, то есть все было разделено на отдельные фрагменты, которые каждый вот прям максимально вкусно звучал. Это гениальная работа. И клип охрененно снят. Несмотря на свою, на первый взгляд, может показаться простоту, он был очень грамотно, очень профессионально и реально круто снят. Ну, то есть, круто не с точки зрения того, что охренеть, как режиссер додумался до такой гениальной идеи, как это было круто снято, с точки зрения того, как была камера поставлена, да, там, какой угол и так далее. Нет. С точки зрения того, насколько работа в целом сумела просто завладеть тобой во время прослушивания, заставить тебя углубиться в вот эту атмосферу напряжения, трагедии, агрессии и жестокости, и заставила тебя испытывать те эмоции, которые хотели ребята, чтобы ты испытывал во время прослушивания. Это было мощно. Но все еще я нахрен не понимаю, про что трек. Ну, то есть в тексте я лезть второй раз не буду, это тупо. Я его уже читал, и там проскользнуло все. От политики до религии, до социальных каких-то моментов. И вроде как хочется думать, что там какие-то еще и личные переживания были затронуты, но вообще непонятно о чем. Тут начинается с планеты, вселенной и так далее, и заканчивается тем, что ты виноват в чем-то, соберись нахрен, тряпка, да, и я не понимаю, может есть какая-то предыстория, которая это все объясняет, информация, которой у меня нет на руках. Если у вас есть что-то, пожалуйста, напишите в комментариях, я буду вам очень сильно признателен, и уверен, остальные зрители, которым тоже интересно, в том числе. Если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику, затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на то, чтобы это сделать, на Donation Alerts и Boosty в описании данного ролика. Всем заранее огромное спасибо. Не забывайте про мой инстаграм, про мой тикток, просто напоминаю, это не просьба и не намек. И да, я пошел собирать наконец фончик и доделывать полочку, которая будет украшивать наш задник и делать его ярче для вас. Ну, самому тоже хочется выпендриться, но кадр-то для вас должен быть красивым, чтобы вам было комфортно, интересно и вкусно и красиво. Всем спасибо за просмотр, увидимся снова в следующем арти-ролике.